Изысканная еда, дорогие напитки, женщины, деньги, статус, слава. Я отверг все это. Мне требовалось только одно — быть сильным. Душбэк — это симулятор неудачника, которому предстоит пройти курс луксмаксинга путем силовых тренировок с использованием анаболических стероидов, вливания денежных средств родителей на покупку дорогого шмота и пикапа как можно большего количества женщин, чтобы стать настоящим альфа-самцом. Само название игры буквально переводится как клизма, но в переносном смысле используется как оскорбление, обозначающее самовлюбленного эгоистичного хама, в которого нам предстоит превратиться. Сама серия игр, состоящая из 5 частей, вышла из-под стилуса студии Pyrozen, которую вы могли знать по другой не менее популярной серии Civ Heads или Feed Us. Если хотите, чтобы сделал ролики по ним, то дайте знать об этом в комментариях. Итак, вот наш главный герой. Рыжий дрыщ-девственник, инцел-омешка, куча задрот с нулевым опытом в отношениях, то есть буквально я. Из этого хилого тела за короткий срок мы должны построить фигуру как у топового Арни. Всего у нас 11 групп мышц, которые надо прокачать до максимума. Шея, верхняя часть тела, пресс, руки и ноги. Ну и немного поделать кардио для поддержки сердца и кровеносной системы, но на это можно забить, ведь кардио для слабаков. У каждой мышцы своя мини-игра, в которой мы должны нажимать или удерживать те или иные кнопки, чтобы завершить подход. После каждой тренировки тратится энергия, которую можно восстановить, поев еды. Есть сугубо спортивная еда, восполняющая энергию здоровья, но также есть и вредная еда, дающая больше энергии, но взамен отнимающая здоровье. Качая мышцы, мы также поднимаем уровень придурка, открывая тем самым новые спортивные добавки. Поначалу это вполне полезный натуральный протеин, который восполняет нам здоровье, но после идут более серьезные препараты, такие как креатин, БАДы, стероиды и гормоны с бычьих яиц, которые уже сильно бьют по нашему здоровью. И как в реальной жизни, у нас стоит выбор между тем, чтобы качаться 1000 лет на тураху, либо курсить, набирая по 5 кг мышц за год и продавая курсы школьникам, подсаживая их на анаболики. 30 выглядеть как дед, стать импотентом, облысеть, заработать акне и гинекомастию. Конечно же, я выбрал второй путь, а как же иначе? Поначалу я думал, что опустив здоровье до нуля, у персонажа откажет сердце, и на этом игра закончится. Поэтому специально питался здоровой едой и не борщил с препаратами. Но, как оказалось, здесь нет наказания за то, что мы не следим за здоровьем. Смотрите, если не следить за энергией, мы не сможем тренироваться, логично. Но если не следить за здоровьем, то за это ничего не будет. Что, как по мне, недоработка. Поняв все это, я составил свой рацион из пиц с редбулами и жареной курочки. Да, мой внешний вид оставлял желать лучшего, и возможно в 50 у меня откажут ноги, но камон, мне еще нужно отомстить отцу за то, что он сделал с моей матерью. Вам, скорее всего, интересно, какой программой тренировок я пользовался. Так вот, записывайте. Сначала я качал только правую руку, чтобы в случае зомби-апокалипсиса чаржиться в группу выживших, но потом решил, что это не дело, и накачал левую часть тела, чтобы кидать камни и толкать машины. Ноги тренировать не советую, ибо в этом смысла нет. Таким макаром я заимел новую девушку, одолел деда в армрестлинге, нашел новых друзей-придурков, не смог помыть спину, нашел новую девушку и тачку, стал мистером Олимпии и добился идеальной формы. Вторая часть продолжает идею первой, но в большей степени превращается в симулятор жизни. То есть помимо качалки, мы должны еще работать, одеваться, спать и тусить, повышая свой социальный рейтинг. Мы все так же начинаем за неудачника, которому за 14 дней нужно достигнуть 6 уровня, чтобы попасть на пляжную вечеринку. В отличие от прошлой части, где мы преимущественно жили, спали, срали в зале, у нас в наличии есть дом и личный транспорт, что делает нас автоматически успешнее 90% зумеров. 4 параметра, отвечающие за нашу успешность, это мышечная масса, внешний вид, крутая хата и тачка. Физуху можно прокачать в зале за деньги, причем на это уходит куча времени. Так и еще наш черный друг дает стероиды не за бесплатно, а за деньги. Внешний вид зависит от шмота, прически и загара. Тут даже можно закосплеить главного героя из таксиста. Крутизна хаты зависит от стоимости декора и цвета стен. Если покрасить стены в розовый или красный, будете реальным самцом. Но если, например, в зеленый, вы автоматически становитесь чмом.
Тачка прокачивается путем тюнинга, тут ничего сложного. На все про все нам нужны деньги, которые можно заработать на стройке лишь один раз за день. Максимум 500 баксов. Причем, если сильно опоздать, то зарплата будет ниже, так как мы пришли не вовремя. Ближе к вечеру можно поехать в клуб, чтобы снять чиксы на ночь. Вероятность успеха пикапа зависит от нашей общей прокачки и суммы денег, потраченных в клубе. Путем несложной математики умножаем 500 на 14 и получаем 7000 долларов, которые должны грамотно потратить, чтобы пройти игру. Причем нужно еще следить за временем, ведь работать можно только с часу до 5. Магазины работают до 7, а качалка до 10. И в первой попытке я не смог пройти игру. Получил еле-еле 5 уровень и с позором просрал 500 баксов на последней тусе. Самое обидное, что игра после 14 дней заканчивается, и чтобы ее пройти, нужно начинать все сначала. Поэтому я воспользовался секретной техникой печатания денег Shift+ и прокачался на максимум, став похожим на накачанного Диму Билана. Если что, я не специально делал такого персонажа, оно как-то само так получилось. Так как 10% моей аудитории это женщины, ну или мужчины, считающие себя женщинами, то эта часть ролика будет им полезна, ведь сейчас они получат уникальный гайд о том, как стать настоящей львицей из Патриков. Наш распорядок дня будет состоять из добавления друзей и высирания заумных постов в запретограмме, а также походов на подработку, чтобы залутать бабосы на покупку шмота, либо на походы в салон красоты, дабы улучшить свой внешний вид. Забавно, что у девушки нет опции сходить в зал или вылечить акне правильным питанием. Ведь зачем все это, если прыщи можно замазать под 5 слоями тоналки, убрать выпирающий живот с помощью липосакции и увеличить грудь и задницу, поставив импланты. В отличие от мужика, который всю жизнь работал на стройке и мог позволить себе буквально все купить на 500 баксов, мы должны искать новые подработки, получив доступ к которым можно только через улучшение внешнего вида и дружбу. Серьезно, для того чтобы стать звездой ток-шоу, нужно подружиться со 120 мужиками, а чтобы мисс Тропиков с 250. И это обязательное условие приема на работу. Как по мне, самая нереалистичная часть в этой игре это то, что нам нужно работать. Учитывая, сколько у нас было друзей, с большей вероятностью мы бы завели себе папика, который бы все нам оплачивал. Но походу мы играем за сильную и независимую девушку, поэтому придется пойти по тяжелому пути. Друзей мы можем заполучить, проводя за свой счет вечеринки дома. Поначалу мы будем дружить только с одним или двумя мужиками за вечер, но ближе к концу игры это число перерастет до 40. Эх, знали бы разработчики, что даже не близко к реальности. После каждого левел-апа у нас в доме будут оставаться женщины, и я до сих пор не понимаю, что они тут делают. Но допустим, что не наши подружки. К 11 уровню в нашем доме будет проживать уже 9 сквотеров. Мне кажется, разработчики изначально задумывали, что в доме будут оставаться только мужчины, учитывая, сколько у нас бывает друзей за ночь. Но походу такая сцена сильно походила на одноименный мем, поэтому они передумали. Как по мне, эта часть хороший симулятор, высмеивающий женскую сторону луксмаксинга, с идеей потреблятства, пластических операций и шаболства как смысла жизни. К сожалению, в этой части нет концовки, нам просто скажут, что мы стали настоящей тёлкой придурка. И на этом как бы все. События Douchebag Workout 2 проходят в том же зале, что и в первой части. Мы все так же играем за неудачника, которому нужно глоу-апнуться. В отличие от прошлых частей, которые в большей степени были симуляторами с однотипным геймплеем, эта часть является point-and-кликером, финальной целью которого является пикап всех женщин в зале. Чтобы женщина обратила на нас внимание, нужно, так сказать, дорасти до ее уровня, а то в противном случае она нас грубо отошьет. Hi guys. Hey, Vince. Feeling great? Yeah, like always. Pow! Cool. And you, Shanna, you're pretty hot today. Hey, Ever. Нужно прокачать физуху, внешний вид и популярность. Первые два пункта вы очевидно знаете, как качать, а вот популярность зарабатывается путем добавления друзей и высирания постов в запретограмме, прям как в прошлой части. К сожалению, мини-игры с прокачкой деграднули до такой степени, что мы можем набрать мышечную массу путем выполнения одних упражнений на пресс. Еще одна смешная незаметная деталь, о которой я забыл упомянуть во второй части, это то, что наш герой не качает ноги, из-за чего выглядит максимально комично. Наверное, вам интересно, откуда нам взять деньги. Так вот, попросить у папы.
cash to be more hot, you know. Oh crap, I wish I had never met your mother. И я не шучу. В игре есть отдельная шкала самооценки, отвечающая за то, сколько денег мы у него выпросим. Поднять свою самооценку можно занятиями спортом, либо дружбой. Первая легкодоступная девушка — это Линда, менеджер спортзала, дружба с которой откроет доступ в кладовку, в которой мы сможем покупать БАДы у этого мужчины. Следующая девушка, с которой мы подружимся, это фитоняшка Минди. После дружбы с ней мы получим доступ в комнату для персонала, в которой будет Шана и наш старый черный друг. После Шаны мы получим доступ к препаратам. Наша следующая девушка — это горячая тёлка. Да, у нее нет имени. Прокачав все на максимум, мы уже осмелимся зайти в женскую сауну, в которой нас будут дожидаться 4 потные чиксы. How are you, tight ladies? Hi, Vince. You girls are so hot that I'm sweating in here. No, you're so funny, Vince, and you got so much muscle. Tasty. Hey girls, do you wish to go to... Yeah, my place or your place? Damn girls! Thank you, Ultimate Douchebag Super Duty Massive Flight Program. My life is like Hilton. Pow! Что произошло в конце, вы, наверное, уже сами догадались. Douchebag Beach сильно походит на прошлую часть. Настолько, что моделька главного героя такая же. Вообще в играх куча реюзов одних и тех же спрайтов, я просто не акцентировал на этом внимание. В теории это можно продать тем, что события игр происходят в одном и том же городе, но допустим. По сюжету нам все так же нужно кадрить девушек, качаться и покупать шмотки, чтобы стать настоящим придурком. И в отличие от прошлых частей, где мы зарабатывали деньги теми или иными способами, здесь мы их генерируем из воздуха, тупо тренируясь. Что уж и показывает, насколько эта серия деграднула. У нас есть карта и квесты, которые мы должны выполнять, дабы открывать новый контент. Например, можем поучаствовать в турнирах по армрестлингу и Men's Physique, чтобы получить билеты на концерт Дэвида, который является здесь популярным диджеем. С ним, кстати, надо затусить. Я бы рассказал что-то интересное, но ничего интересного здесь нет. Кроме разве что пары мини-игр с пикапом тёлок. Как по мне, это самая душная часть, которая мало чем отличается от предыдущей. Скорее всего, это связано с тем, что она выходила в том же году, что и прошлая часть. Плюс она сделана на мобилке. Поэтому о качестве говорить нечего. Короче, проходим все квесты, добиваем все до сотки и отдыхаем с группой женщин. Победа. На самом деле, оценить все эти части максимально сложно, так как каждая из них по-своему уникальна. Первая часть — это симулятор тренировок, в котором можно слепить своего урода, тренируя совершенно разные группы мышц, или тупо хавать, чтобы разжиреть. Вторая часть — симулятор жизни придурка с ограниченным временем и более разнообразной кастомизацией. Третья часть — это симулятор женщины. Четвертая часть — это все вместе взятое, но наложенное на дейтинг-симулятор. А пятая часть — это кал. Честно, не советую. Последние 15 минут я тупо тренировался для того, чтобы получить 10 уровень, хотя по сути игра была на этом закончена. Все части проходят примерно за час, отчего их можно спокойно замарафонить. Столько времени я на все потратил, и на этом как бы все, бывайте.